Привет! Это Субботники, и мы в рождественской поездке. А для того, чтобы лучше прочувствовать настроение сегодняшнего выпуска, мы предлагаем сейчас нажать на паузу, отправиться на кухню и сделать себе какао или глинтвейн. А если у вас нету рецепта глинтвейна, то вот он. Готовы? Поехали! Весь декабрь мы старательно создаем праздничное настроение. Смотрим волшебные фильмы с чашкой ароматного какао, выбираем подарки, украшаем дом и ждем сказку. А ведь в ней так просто оказаться. Мы в Тракае. Столица литовских Дедов Морозов. И, кстати, мы здесь ради того, чтобы с одним из них, главным, познакомиться. Он один. Соня, закрой уши. Он реально один. Хорошо. Он сейчас заглянул сюда. Построил домик. Сейчас все спросим. Лето, а что это такое? Очень много работы имею. На целый год надо готовиться, конечно. Это где-то миллиард подарок, кто знаете. О, Да. работы есть. Целый год работаю. Милые мои, а знаете, какой канал больше всего нравится Дед Морозу? Конечно, угадали. Субботники. Это очень интересный и очень содержательный канал. Так что слушайте меня. Все ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Поняли? Слышите? Слышите? Дед Мороз плохого не посоветует. Кроме замков, в Тракае стоит прогуляться по улице Караимов. Она как раз расположилась между ними. А их дома очень легко определить. Они стоят близко к дороге, и в них 3 окна. Крымские караимы появились здесь более 600 лет назад. Они зарекомендовали себя как отважный, преданный и честный народ. Они были лично приглашены князем Витовтом. На протяжении веков караимская община сохранила свои обычаи, религию и традиции, в том числе кулинарные. А сейчас мы в ресторане национальной караимской кухни и попробуем их главное блюдо – кибины. Что это такое, расскажет Надя. Кибины – это вот такие вот пирожки в форме полумесяца. Традиционно они с бараниной. Вот это с бараниной, наверное. Но сейчас их делают еще с творогом, шпинатом, овощами. Вот с капустой, наверное. В общем, все. Пробуем. Зачем ты меня перебиваешь? Договариваю уже. Это шутка была, чтобы я поесть хотел. А с чем мне попал? У меня творог со шпинатом. А у меня капуста. Давай махнемся, не глядя. Я люблю капусту. Я люблю шпинат. Кухня очень самобытная и вкусная. И хотя бы кибины вы обязаны попробовать. В рождественский Вильнюс мы добрались только к вечеру, но, по-моему, это самое подходящее время. Вильнюсская елка задает тренды не только столице Литвы и, собственно, всей стране, но и в целом Европе. Например, прошлогодняя новогодняя красавица была признана самой лучшей в Европе. А по мнению американского издания USA Today, ее включили в 25 лучших рождественских объектов мира. Как вы думаете, на что претендует, на какое звание претендует елка нынешнего года?
все время мы живем в русле рождественских елок и рождественских проектов, и они как бы иногда сами себя находят, мы только их реализуем, как бы в голове как-то не находятся, вот так вот. Идешь по улице, и вот какой-то там тебе раз и есть идея. А почему в этом году вы такие шахматные фигуры? Не знаем почему, просто так случилось. Но если я правильно помню, то в 2004 году было решено, что все же Вильнюс должен показывать пример как экологический город, как город, который не срубает деревьев, и это все ветки, они есть либо из плановых срубаний деревьев, либо это самые низкие ветки от растущих молодых деревьев. Так это вот эта концепция мне как лично к себе очень понравилась, потому что это самые красивые елки остаются, пускай в лесах, в полях, и нас как-то радует. А здесь вот было принято решение, что вот елка должна быть конструкционной, с живыми ветками, и что дизайн елки каждый год был бы какой-то особенный, оригинальный, что Вильнюс что может предложить зимой. Здесь холодно, мы можем предложить красоту елки, чтобы туристы ехали сюда, чтобы гости ехали, чтобы вот местные радовались. И каждый год что-то вот новое. Целый год жить Рождеством — это, наверное, непросто. Мы спросили у Йоланты, как выглядит ее домашняя елка. Оказалось, дома нету места трендам. Там стоит традиционная ель с игрушками, которые собирали несколько поколений. Мы тоже идем к такой традиции. Вкусно? Конечно, какая рождественская ярмарка без дегустаций? Особенно, когда ты, как Джерри за сыром, идешь на дурманящие ароматы бельгийских вафель, чешских трудельников, горячего миндаля и прочих сладостей, от которых кое-что точно может слипнуться. От сувениров мы себя уберегли, но вот от глинтвейна за 5 евро не смогли. Это все атмосфера праздника, ну и наши замерзшие носы. Хотя нет, перед дымящим домиком мы тоже не устояли. Слабаки, это ведь только первая ярмарка. Но все так красиво! Здесь какой-то чистый праздник, чистый кайф. Видите, снега нету еще, но не погода делает настроение, а наоборот.
Спой песенку Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ярмарка на Кафедральной площади – это далеко не все, что можно посмотреть в Вильнюсе. Весь старый город утопает в огнях и зимнем декоре. Ну скажи так. Даже полная луна кажется подготовленной рождественской декорацией. Сказка. Не иначе. А мы на Ратушной площади. Здесь яркая, живая, настоящая елка. И рыночек построен в форме необычных стеклянных сфер. Погнали, узнаем, что там. Это не настоящая елка. Весь Вильнюс борется за экологичность этих елок. Там тоже металлический каркас и лапы ели. На какую улочку не поверни, везде цветные гирлянды и праздничная иллюминация. Кафе, отели, витрины магазинов, каждая арка, каждый закуток. Рождество всюду. Только успевай замечать. Ага. И от этих огней и рождественских мелодий становится по-особому тепло и весело. Или это глинтвейн? А по дороге домой мы нашли портал. Не этот. Вот он. 2 мотка неоновых веревок, 6 ультрафиолетовых ламп и в итоге офигенная городская инсталляция. Круто ведь? Круто после насыщенного дня наконец добраться до кровати. Сонька со мной полностью согласна. Когда город в праздничном режиме, любой музей или галерея превращается в мастерские эльфов. Там можно найти оригинальные подарки или сделать их своими руками. Я в детстве тоже делала книжки для кукол из листочков. Но это было не так профессионально. Это же настоящее переплетное искусство. Я тут поняла, откуда пошла фраза «сшить дело». Их же реально сшивали. Но у меня волшебная книга для желаний. Напишу, повешу на елку, а потом через год проверю. Не то съедаю эти желания вместе с шампанским, и потом ничего не помню, что загадала. А можно сделать целый томик, если у вас много желаний. А Соня тем временем на другом мастер-классе. Юный эльфийский подмастерье. Если вы до сих пор не украсили дом, или у вас не было праздничной фотосессии в студии, IKEA вам в помощь. Мы всегда здесь чувствуем себя как дома.
Надя, смотри, какой-то мужик выгуливает не нашу собаку. А вон, смотри, не ты ныряешь с маской. Столько всего можно вспомнить. А вот мы и чужая семья. Соня, смотри, это какой-то дедушка, какая-то бабушка и 2 ребенка, видишь? Включаем воображение и готовность похозяйничать и похулиганить в уютных шведских интерьерах. Перчатки. Я смогу и так. О, зайчишка, твой любимый виртуальный пирог. Откуси кусочек. Это как будто... Ладно, он еще горячий. И что там у тебя? Пицца, ребята, я приготовила вам пиццу. Соня, хватай кусок. С рыбкой есть, с лучком и 4 сыра. С рукколой и помидором, скорее всего. Ну, слушай, не цапай все, выбирай. Держи, в общем, это тебе. Это 4 сезона. Рыбный сезон, летний, дачный сезон, сезон нормальный и без денег. Вот этот вот последний. Соня, это Форт Боярд. Соня прошла этот уровень кроватки, короче. Не прошла. Все, Соня. Отправляемся к старцу Фура. Подсказка сгорела. Ну что вам пожелать, дорогие? Уюта семейного, гармонии во всем, ярких эмоций и обязательно самых интересных приключений и путешествий. С наступающими праздниками! Почем кресло, кстати? Кружка за 2,99. А в городах, где есть Икея, мы не представляем, как можно обойтись без тефтелек с брусничным соусом на обед. Не терпится их съесть. Приятного аппетита! А это наш Полярный экспресс. Доставляет уставших девчонок к нужным полкам и на кассу. В 1998 году жители этого квартала основали здесь свою независимую республику со своим президентом, флагом, конституцией и даже армией в 12 человек. Свой день независимости они празднуют 1 апреля. Символично. Вот, собственно, Конституция. А в дни фестиваля и независимости Республики Ужупис за деньги можно поставить себе отметку в свой паспорт о том, что вы здесь были. Вообще Ужупис — это такой богемный район Вильнюса, чем-то напоминающий парижский Монмартр. Когда-то в неблагополучно запущенный квартал начали заселяться деятели искусств, и теперь этот район творческой изобретательности. Или художественного беспорядка. Тут каждый видит свое. Главное — это территория свободы. Творческой, личной, свободы во всех ее проявлениях.
Если вы все еще не были в сердце творческого Вильнюса, то квартал художников, музыкантов и поэтов принесет вам намного больше эмоций, чем Озас и Акрополис. Ну, скорее всего, принесет. А мы едем дальше, в Анекщай. Вы про него наверняка ничего не слышали. А в этом году это столица литовского Рождества. Вот и проверим, что за Анекщай такой. Здесь мы решили позволить себе немного расслабиться и подарить друг другу отдых в спа. В путешествии с ребенком это будет очень кстати. Место, кстати, невероятно child-friendly. У них в детском меню не картошка фри, есть пюрешка даже для самых маленьких. И детская комната, в которую Соня пошла сразу с ресепшена. Думаете, в рождественской поездке место только сентиментальным ванильностям? На ледяной трассе, как в сказке про зайца и черепаху, всегда побеждает Надя. Так, на машине катались, на картах и на баги катались, и даже в икеевской тележке были. Анекщай. Удивляй. Ребята, здесь на самом деле так много развлечений, от каких-то сумасшедших, сумасбродных, как, например, картинг на льду, до вот таких милых, домашних, уютных. Вы посмотрите, с какими лампочками. Вот здесь так много животных, что зоопарком это никак не назовешь. Это просто дом для всяких вот таких вот свободолюбивых А по версии питомцев. Сони, там гав-гав, там гав-гав, тут много гав-гавов, и там гав. Единственное животное отличается от всех других. Гав! Да!
Мы прогуливались по Аникчаю и по дороге нашли музей ангелов. И подумали, что это будет очень тематично посетить его в нашем рождественском выпуске. А я решил узнать, не нужно ли им еще 2 экспоната. Это мы экспонаты? Ну, нет. Ты что, нас собрался оставлять здесь? Ну, кстати, какой там дальше план? Этот музей начался с одной картины Архангела Михаила. Но ему стало скучно, он пригласил друзей. И через год прилетело еще 100 ангелов. Подарок из частной коллекции. Позже он дополнился различными иконами, скульптурами и статуями. В Музее ангелов есть 2 необычных, особенных ангела, которые могут исполнить ваши желания. Например, этому нужно нашептать или рядышком подумать о своем желании и потом сделать вот так. А этому нужно нашептать. Ваня, только одно желание. Не надо там весь список свой перечислять. Не коррелирует большое ухо и много желаний. Есть здесь и падший ангел, и даже ангелы-инопланетяне. Мы делаем красивого... Я делаю красивого ангела, только не знаю, получится ли он таким, но самое важное, чтобы он выполнял свои функции, чтобы он нас охранял, защищал и, в общем, приносил нам все только самое хорошее. Поэтому мы постараемся сделать его красивым, но там уж как получится. А у аникчайского новогоднего паровоза даже свой знак остановки есть. Едем к Деду Морозу. Так задумали, как интереснее поставить или где поставить елку. Вот, и подумали, что неплохо иметь елку на воде. Да, ну вот мои помощники это все сделали прекрасно. А как вы добирались? На лодке поплыли. Не страшно было после саней в лодку, да? Ну так, как это, как мои сани почти, только немножко... Качает, да. Качает и все. А так все... я же не сам это перебирался, я только сидел и... Снегурочка помогала. Снегурочка тоже сидела у нас. Гребла. Есть профессиональный лодочник. Ага. Да. На самом деле, это Дед Коляда, так он представился. За песенку Надя получила конфету, а Соне конфету дали просто так. И всем свое путешествие начинать отсюда, из Аникчая, из резиденции Деда Мороза или Деда Коляды по-нашему. А вот и оригинальная ель на воде. Для Рио-де-Жанейро это привычная картина, но мы такое видели впервые. Красиво. Но хороводы как вокруг нее водить? Время сменить костюмы суперпутешественников на халаты банщиков. О нет, нас ждет что-то намного более приятное. Отдых для души и тела с ароматом можжевеловых веток. Новый год же на носу. Время обнуляться.
В поисках рождественского настроения по дороге в Ригу мы заехали в настоящий заснеженный лес. Мы в Риге. Приехали дополнять наше рождественское настроение новыми ярмарками, а здесь их будет много. И И по дороге мы прочитали, что там, кроме печенек и сладостей, есть сосиски, колбаски и квашеная капуста. глинтвейн. Побежали все искать. А подождите, нет, вот здесь одна из самых интересных достопримечательностей Риги – дом черноголовых. Имейте в виду, где-то там, в старом городе. И еще уйма достопримечательностей. Но вы ведь знаете, зачем мы сюда ехали? Вы представляете, прямо с ярмарки можно отправить письмо с поздравлением с Рождеством прямо из Риги, прямо отсюда. Идем? Мне на самом деле нравится ярмарка в Риге больше, чем в Вильнюсе, потому что здесь раскинуты домики, так как раньше был рынок. Здесь, как говорят, не экологичная, настоящая срезанная елка. И даже карусель крутится не благодаря электричеству, а благодаря помощникам Деда Мороза. Что интересно, здесь можно найти не только глинтвейн, а, например, есть такой напиток, мы его встретили в нескольких местах. Вино с вишней и черной смородиной. Решили попробовать именно его. Наконец мы добрались до ярмарки, на которой не только ароматы выпечки, а нормальная еда. Сейчас у нас будет настоящий рождественский ужин. И наша новая рубрика «Рождественская дегустация». Что лично меня радует, здесь в Риге на этом рождественском рыночке большое разнообразие согревающих напитков. Есть классический глинтвейн, есть вино фруктовое, которое брала Надя, и мы его уже попробовали. Есть безумно дорогой горячий шоколад с бейлизом. Ну, а я взял здесь на пробу глинтвейн, горячий сидр и ром с яблочным соком. Кажется, на этом сегодняшний мой день закончится. Такое чувство, что я купил глинтвейн за 3 евро и 2 стакана яблочного сока за 10. А мой вечер только начался. В общем, рижская ярмарка очень атмосферная. В мелких праздничных деталях, рождественских открытках, в ароматах и веселых танцорах. Здесь, конечно, все очень красиво, но уходить далеко от ярмарки опасно. Очень-очень холодно.
Кстати, за эту поездку мы успели познакомиться с путешественниками из других стран, которые уже звали нас в гости. Это еще один бонус заграничных трипов. Куда дальше? На север. Куда ж еще? Почти 1000 километров позади, но нас ждет еще столько же. Поэтому запасаемся витамином С и останавливаемся на оздоравливающие, йодирующие процедуры. Ну что, Рождество Рождеством, но куда же без моря? Мы же на Балтике. Смотрите, какая красота. А знаете, как сделать так, чтобы было жарко на Балтийском море даже в декабре? Пишите на песке «Субботники шел» или «Субботники», и все, вам будет очень жарко, прямо как мне. Я сейчас пойду купаться. Соня, а тебе как море? Или тебе свежий подгузник нравится? Недалеко после Пярну мы остановились на автомобильной заправке. Просто попить кофе, потому что заправляться у нас нету бюджета и смысла в Эстонии. И оказалось, что на этой заправке есть отличный автомобильный музей. Здесь собрана самая большая в Европейском Союзе коллекция автомобилей советской эпохи. Представляете, как повезло? А еще несколько раритетных американцев и европейцев. Ну и небольшой магазин коллекционных моделек. Детям точно будет интересно. Как минимум, размяться в дороге. Мы в Таллине. И несмотря на то, что я здесь несколько раз был, единственный факт, который я на данный момент знаю, что весь исторический центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А самому Таллину в этом году исполнилось 800 лет. Let's go! Ну, вы не смотрите, что везде ночь. Просто в 4 уже темнеет. Старый город Таллина намного больше, чем Вильнюсский или Рижский. Поэтому здесь мы можем гулять прям до глубокой ночи. Надеюсь, что все будет светиться, все будет в огнях, и мы не заблудимся. Мы, конечно, будем гулять до самой ночи, но старый город не такой уж и большой. Надьке просто так показалось. Как и положено охотникам за всем самым-самым, мы приехали на лучшую рождественскую ярмарку Европы. Именно такой посчитали ярмарку в Таллине в прошлом году. В этом году, мне кажется, хотя мы в прошлом не были, но она очень клевая. Смотрите, какая уютная елка. Кстати, про елку вообще отдельная история. Какая? Она, именно рождественская елка, там традиция ставить рождественские елки, она появилась впервые в Европе, она появилась именно в Таллине в 1440 каком-то году. Сколько лет назад? Много. А еще
В этом году Таллин признан важнейшим туристическим европейским направлением. Это самый популярный маршрут для встречи Рождества. А как они успели посчитать? А так просто уже в августе нельзя было купить билеты. И отели забронированы? И да. Мы точно этого не знаем. Но елка действительно безумно очаровательна, как и эстонский Дед Мороз, Елувана. Традиционно на ярмарке шикарные новогодние игрушки, разные национальные вкусности, в том числе из стран-соседок, пышущие жаром колбаски с картофелем и капустой, но и есть еще кое-что особенное. На таллинской ярмарке есть свой традиционный напиток. Это глёги. Но так как мы уже прошли 2 ярмарки, мы, такие продвинутые путешественники, наш глёги у нас с собой. На вечерний сияющий Таллин можно посмотреть с обзорных площадок у стен верхнего города. Чем дальше на север, тем больше алкоголя добавляют в глинтвейн. За моей спиной ларек с глинтвейном с 21 градусом алкоголя. Мне страшно представить, что будет в Хельсинки. Я за кадром попробовал и узнал много нового. Если честно, я лошара думал, что строх — это по-эстонски сильный, от английского слова strong. Но на самом деле это марка австрийского рома, который добавляют в глинтвейн и добавляют его 80-градусным. То есть в 180 граммов глинтвейна 13-градусного добавляют 20 граммов 80-градусного рома. И получается вот такой глинтвейн, очень пряный, и с 21 градусом алкоголя. Короче, я заплелся уже, да? Но, короче, мне кажется, с таким стаканчиком в порту Таллина не замерзнешь. Не замерзнешь. Тем более мы пошли греться в кафе. Это еще одно место must-see – музей-магазин марципана. Интерьер этого кафе не менялся уже более 100 лет. Кстати, с утра мы встретили вот таких путешественников по галактике. Это роботы-почтальоны, которые занимаются доставкой в их службе, и их ничто не остановит. Даже назойливые туристы. Если долго удерживать робота, он объяснит, что спешит доставить заказ. И здесь есть невероятный музей елочных игрушек, а с обратной стороны игрушечный аутлет, где цены в разы ниже. Не благодарите. Так рано мы проснулись, чтобы попасть в порт Таллина. Отсюда мы отправимся в Хельсинки. Вот на этом красавце длиной 212 метров. Мы просто купили билеты онлайн, и ничего кроме паспортов и документов на машину нам не потребовалось. Все очень просто.
Из-за раннего подъема нам всем надо было хорошенько заправиться кофе. Кстати, у каждого стола есть розетки для зарядки. Кроме Старбакса, на пароме есть Бургер Кинг и едальни подороже. К вопросу, укачивает ли на корабле, посмотрите на эти шары и на Надюшу. А Соне было отлично. Она почти все время провела в детской комнате. На корабле есть развлечения для детей постарше и для детей с деньгами. Большую часть корабля занимает торговый центр. А брать каюту на 2-часовой рейс нет никакого смысла. Мы приплываем в Хельсинки. Мы в Хельсинки! Уже сел голос, поэтому пойдем все смотреть. И греться! Да. Главный рождественский маркет расположился на Сенатской площади. Послушав письма Йолоупуки на финском, могу сказать, что дрон и PlayStation на всех языках звучат одинаково. В целом, достаточно обычная рождественская ярмарка с выпечкой, сувенирами, рождественским убранством, джемами и прочими радостями. От финского здесь водка, домики, защищающие от ветра, оружие, которое прямо здесь и делают, и цены. На стоимость этих пряничных домиков явно повлиял рынок недвижимости Финляндии. Эти вообще по 40 евро. Домик-свечка – 20-ка. А это мое любимое – финские щетки. Вот за 23, вот поменьше за 23. А вот самая маленькая за 15. Да, это всего лишь щетки. В Хельсинки очень холодно и промозглый ветер, но местных спасает их право на сауну, которое им гарантировано в Конституции. Причем в старых застройках сауна есть прямо в подъезде. В новых домах сауны есть прямо в квартирах. А в тех домах, где саун нет, жители получают от города специальный абонемент в бассейн, где тоже 100% есть сауна. Вы знаете, что такое домашняя тирания? Это когда ты хочешь искупаться, а тебе не дают. В общем, здесь прямо у причала есть сауны и 2 бассейна большущих. Один для слабачков с тепленькой водой, чтобы все комфортненько было, замечательно. А второй для настоящих мужиков или моржих с морской водой. Прям вот тут она. Просто можете, в принципе, прыгнуть вот отсюда, если хотите. Вот. Клевое развлечение, по-моему. Ваня мне не разрешил. Потому что я не моржих, он говорит. А кто я? От морожиха.
Это мебельный магазин, и местные СМИ посоветовали прийти и посмотреть их витрины, потому что они супер круто украшены. А это крупнейший финский универмаг Stockmann. Каждый год у своих витрин он собирает толпы зрителей всех возрастов. За стеклом происходит настоящее анимированное представление. Когда гуляешь по Хельсинки, обращаешь внимание на то, что город очень минималистично и компактно украшен. Рождественского настроения реально мало. Хотя СМИ пишут, что в этом году украшено просто безумно, значительно больше, чем обычно. А произошло это потому, что город собрал больше налогов, чем планировал. И излишек бюджета потратил на дополнительные украшения для горожан. Мы пришли на старый рынок Хельсинки, которому уже 130 лет. И здесь мы попробуем традиционный финский суп. Мы наконец-таки добрались до еды и сейчас будем дегустировать суп. Два основных ингредиента, которые это молоко и лосось. А называется он лохикейто, что в переводе обозначает суп с лососем. Это действительно вкусно. А что, только его мнение учитывается? То, что мне вкусно, это не считается? Если бы это была слепая дегустация, я бы никогда не сказал, что это молочный суп. О том, что ты в Финляндии, узнаешь сразу по ценникам на все, что связано с машинами. Бензин минимальный, который я видел, там 1,60, а парковкой, мы стоим на недорогой парковке, обходится в 6 евро час. И если честно, это первый вообще паркомат, в котором я вижу тарификацию за 3 минуты. То есть заехать и уехать стоит 40 центов. Знаете, еще одну интересную штуку узнали? Вот насколько все продумано до мелочей. У школьников каникулы все проходят в разное время. Ну, то есть зимние каникулы, они и есть зимние каникулы. Но в разных частях Финляндии, географически, они все-таки разделены для того, чтобы уменьшить нагрузку на курортные зоны. Это памятник святой Аманты. Она покровительница студентов. И сейчас мы узнали очень интересную историю непосредственно про это место. 30 апреля здесь на площади вокруг памятника собираются выпускники в своих гимназий, фуражках. Университетов и старше, не школ. 6 лучших студентов поднимают на кране, и они со щетками начинают мыть памятник для того, чтобы Аманту. в 6 включили фонтан. И они начинают пить шампанское. Очень прикольная традиция. Очень прикольная традиция. Сначала учишься, становишься лучшим студентом, и потом драешь. Это чтобы жизнь медом не казалась. Потому что она им помогала всю учебу, она их оберегала, она позволила им стать выпускниками. Вот таким мы запомним Хельсинки. На этом все. Пора домой. Поскольку мы много снимали, а на монтаж времени осталось катастрофически мало, мы думали, что нормальный такой кусок останется без закадрового текста. Но эта поездка оставила за собой такой шлейф приятных эмоций и воспоминаний, промолчать будет просто преступление. Новогодние праздники чуть ли не единственное время в году, когда мы можем легализовать своего внутреннего ребенка. Мы ощущаем важность традиций и семейных историй. Мы становимся добрее, верим в чудеса. И новый день календаря становится точкой отсчета для новых начинаний. Мы ждали сказку, и она с нами случилась.
Веселых вам праздников и счастливого Нового года! Помните, дальше круче и интереснее.